Бывает такое, что мы просто осознаем себя, чувствуем все время вот этим маленьким ребенком. Вроде мы и работаем, и делаем какие-то вещи, и живем отдельно от родителей, все. Но вот это состояние внутренней как бы позиции маленького ребенка у нас присутствует. О чем это говорит? Это говорит о состоянии. Вот давайте посмотрим. Это как две стороны одной медали. В детстве, возможно, вам говорили нельзя, запрещали, наказывали. Ну, не обязательно наказывали. Наказывать не обязательно надо бить там или что-то. Наказывали, просто наказывали взглядом, там, окриком таким или еще чем-то. Все, что угодно. Вот это было нельзя. И что тогда маленький человек выбирает? Лучше ничего не делать или 10 раз просить, чем сделать. И он сам себе закрывает все вопросы с позволением. С позволением, а значит, и не берет на себя ответственность. Просто. Вот то, что ему начальник дал, он на работе вроде существует. Но ему начальник дал, сказал, вот это сделать. Да, и он делает. Вот в рамках этого он делает. Но дальше нет. А если и делать дальше, то 10 раз уже испереживается, а хорошо ли, а плохо ли, что-нибудь другое. Так вот, очень важно сейчас самому себе позволить вот это начать делать. То есть как бы договариваться, что даже если нельзя, то я могу все же попробовать. У меня есть на это позволение все попробовать. Вот мир как раз это такое замечательное пространство, где можно буквально все попробовать. И вот тут очень важно поиграть с этим, как бы внутренне с этим поиграть, идти с разных путей. Чтобы случилось вот это позволение, вы говорите сами себе «нельзя», улыбайтесь этому и делайте шаг. Правда, наверное, нельзя, но, пожалуй, я попробую. То есть вот это переключить, и переключить мягко. Не так, как мы говорим, что вот, ну, например, вам сказали, что это очень трудно сделать и практически невозможно. И вы тогда поднаперлись и пошли, пошли. Потому что это бессознательно принцип «нельзя». И очень часто во взрослой жизни мы пытаемся доказать, что да, можно, но мы это делаем с войной, с напряжением, а потом все равно происходит такой большой откат, и мы опять раз и садимся. И потом миллион раз думаем, а надо было, а плохо ли, а хорошо ли, и еще что-то. Мы так себя дергаем, раздраем, что потом и не рады тому, что сделали. И вот это нельзя, оно все же как бы остается проявленным. Поэтому нам надо поиграть с этими словами. То есть вот это нельзя мягко переводить в нельзя. То, что мне можно, я попробую. И когда вы пробуете, вот как маленького ребенка, что бы вы сделали? Вы бы похвалили. Сказали, ты молодец, ты сделала. И вы хвалите себя почаще. Ты молодец, ты сделала. Ты такая прекрасная. Или ты такой классный. Я сделала это. Но когда вы это сделали, просто осознайте, что вы подросли вот на это. Вот теперь я вырос на это. Делайте мягкие вещи. Потому что если мы говорим о позиции ребенка, если мы начинаем быть резкими, давящими, еще каким-то, мы ломаем ребенка, но не даем ему возможности вырасти. А вот когда мы вот так играючи, переливая из одного в другое, начинаем двигаться, исследовать в этом, тогда ребенок пойдет. Потому что дети воспринимают все играючи. Для них мир – это все легко. А вот когда мы их загнали в рамки нельзя, вот тогда он там и остался, он застрял там. У него нет позволения выдвинуть ни туда, ни сюда, ни в другую сторону. А вы потихоньку ему позволяете теперь. А давай попробуем вместе. А давай
попробуем еще разок. И обязательно что-то будет случаться. Оберегайте, цените вашего ребенка, но не нянчите с ним, а помогите вместе выйти из каких-то древних историй.